Всем привет, меня зовут Паш, на этом канале мы говорим и обсуждаем музыку. Если честно, я долго думал, хочу ли я делать такой ролик, что я хочу сказать, хочу ли я вообще что-то говорить, но в какой-то момент, 5 минут назад, если честно, я решил, что я хочу все-таки высказаться, но немножко не так, как, наверное, предполагалось бы. Собственно, сразу забегая вперед, о чем ролик. Если кто-то смотрел сериал Гли, Хоррор, Лузеры, в каком вам удобнее формате произносить название, то вы, конечно же, знаете, что несколько дней назад произошла очень большая трагедия с одной из главных актрис сериала. Это Ная Ривера, которая играла Сантану Лопес. И так кратко сказав, по сути, сериал «Гли» для меня является очень важной частью моей жизни, потому что он мне попался в такой вот момент подростковый, очень нужный, когда формируется какой-то вот взгляд и видение на мир, и этот сериал мне действительно очень много дал в плане мировоззрения, в плане моих взглядов, как я к чему отношусь, и, конечно же, самое главное, к музыке, потому что до этого я был очень так узко, так в лоб направлен в такой популярный поп или что-то вообще такое трэшовенькое, а он же открыл для меня Бродвей, старую музыку, очень много старых классических альбомов, которые я пошел слушать после каверов Гли. И, конечно же, персонажи для меня являлись очень важными, как, собственно, и актеры. И после окончания Гли, может, не сильно, может, не сильно там хардкорно стенив, но я всегда проверял, как у них дела, как у них идут карьеры. Я всегда был рад их видеть в каких-то роликах на YouTube, в каких-то телешоу, и с удовольствием смотрел, потому что через столько много лет, а я с сериалом 8 лет, для меня, конечно же, они все очень важные и такие немножко родные персонажи. Я переживал вместе со всеми фанатами сериала смерть Кори Монтейта. И сейчас нас потрясла другая новость. 8 числа утонула Ная Ривера. 5 дней ее тело искали и нашли в озере, в котором она утонула. И вроде как заявляют эксперты, она спасала сына. Походу, они попали в какое-то течение, и она смогла закинуть сына на лодку, а сама всплыть уже не смогла. Это, конечно, огромная большая трагедия. Я не хочу вдаваться в подробности. Это все можно прочитать на Википедии. Что я хочу в этом ролике, так это, наверное, почтить память самой Наи, ее персонажа Сантаны, потому что, конечно же, это осталось ее главной ролью ее в ее карьере. И в этом ролике я бы хотел сконцентрироваться на хорошем, а именно на музыке, которую она нам дала в сериале. Это больше 80 номеров, между прочим, общих и как и сольных. И я бы хотел сконцентрироваться на ее наследии, а именно на 10 лучших, по моему мнению, номеров Наи Риверы, ака ее Сантаны Лопес в Гли. Конечно, это по моему мнению, они могут отличаться от других, но я думаю, если вдруг кто-то посмотрит этот видос, то вы меня поймете. Примерно так я просто хочу почтить ее память как очень талантливой, интересной и самобытной артистки, которая мало того, что играла очень важную, интересную роль, потому что она играла роль ЛГБТ-персонажа с очень таким ярким, взрывным характером. Конечно же, она очень многим нравилась, как и мне, собственно, один из моих любимых персонажей. Поэтому у нее были потрясающие номера, и я хочу поговорить про них. Я не знаю, как поведет себя авторское право на YouTube. Возможно, меня заблокируют сразу, как выйдет ролик, но я постараюсь сделать какие-то отрывочки, потому что я тут хочу сконцентрироваться больше на самой музыке и немножко поговорить про каждый номер. Значит, 10-й мой любимый номер — это Don't Rain on My Parade, которая вообще по сериалу Хор была такой короночкой Рэйчел Берри или же Ли и Мишель. У меня немножко мешаются настоящие имена с персонажными, бывает. Эту песню пела она, собственно, весь сериал в очень важных моментах ее жизни и карьеры. И однажды эту же песню отдали Найе Ривере, которую она спела очень по-другому, не в таком традиционном бродвейском стиле, как поет Мишель, или же оригинал это Барбара Стрейзенд, но это звучало очень интересно и так по-самобытному, потому что у Наи есть такой вот немножко в голосе такая вот сальса, я хотел сказать, немножко такая вот латино-нотка, и это звучало очень классно. Смотрим. Don't tell me not to live, just sit and putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade.
not to fly. I've simply got to. If someone takes a spill, it's me and not you. Who told you you're allowed to rain on my parade? I'll march my band out. I'll beat my drum. And if I fan out, your turn at bat, sir. At least I didn't fake it, hat, sir. I guess I didn't make it, but whether I'm the rose of sheer perfection, a freckle on the nose of life's complexion, the cinder or that shiny apple of its eye, I gotta fly once, I gotta try once. На 9-м месте у меня номер, собственно, в целом именно номер Valerie, которую пела какая-то британская группа, но потом ее перепела Эми Уайнхаус, и в итоге все знают в основном ее версию. Это очень красивый номер, мне очень нравится постановка, как танцуют персонажи Британи и Майк, наверное, я не помню, извините. Ная сам звучит потрясающе, очень подходящий ей по тону номер, и голос тут ее раскрывается тоже очень круто. Since I've come on home, when my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you like to dress. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, why don't you come on over, Valerie? И да, хочу отметить сразу перед тем, как пойдем дальше, то, что я тут концентрируюсь на номерах, где Ная или же Сантана была среди главных персонажей, то есть я тут не беру какие-то общие номера, где у нее было пару строк и вот все такое. Поэтому на 8-м месте у меня дуэт с Британи и ее лучшей подругой в реальной жизни, это Хизер Моррис. Они пели Me Against the Music, Мадонна и Бритни Спирс. Обе выглядят, звучат просто великолепно. Мне очень понравилась их химия в этом номере, как они танцуют, двигаются, поэтому это действительно один из лучших номеров сериала. Come over here, I got something to show ya. Sexy lady, I'd rather see you bare your soul. If you think you're so hot, better show me what you got. All my people in the crowd, let me see you dance. Come on, Britney, lose control. Watch it, take it down. Get on the floor, baby, lose control. Just work your body and let it go. На 7-м месте кавер на Back to Black Эми Уайнхаус. И скажу сразу, я в 98% случаев терпеть не могу кавера на Эми Уайнхаус, потому что настолько у нее был самобытный, потрясающий, невероятный, пробирающий до дрожи вокал в целом со всей ее персоналити, что перепеть такое очень трудно. Обычно получается или никак, или просто плоско, или в принципе некрасиво. Но у Наи Риверы получилось перепеть Back to Black. Я не знаю, как это звучало бы вживую, но на записи это вот тот редкий момент, когда меня все устроило. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to black, black. I go back to, I go back to. На 6-м месте у меня Girl on Fire, которую пела Алиша Кис. Опять же, мне кажется, это очень подходящая песня была для персонажа Сантаны, как и по смыслу, так и по звучанию музыкальному. Мне кажется, она потрясающе справилась. И очень часто я слушаю именно эту версию и люблю ее больше даже, наверное, чем оригинал. Хотя оригинал тоже, конечно, крут. Everybody stands as she goes by, 'cause they can see the flame that's in her eyes. Watch her as she's lighting up the night. Nobody knows that she's a lonely girl, and it's a lonely world. But she gon' let it burn, baby, burn, baby. This girl is on fire.
На пятом месте у меня абсолютно огненный, просто взрывающий мозг дуэт. Это Smooth Criminal, который она пела вместе с Грантом Гастином. Я не помню, как зовут его персонажа в сериале, но такая у них была химия на экране, это просто невероятно. И, собственно, их дуэт с виолончелистами выглядело просто потрясающе. I don't know. Are you okay? Would you tell us that you're okay? There's a sign in the window that instructs you a crescendo, and he came into your apartment, left the bloodstains on the carpet. Then you ran in the bedroom, you were struck down, it was your doing, baby. And are you okay? Would you tell us? На четвертом месте у меня проникновенная, очень красивая баллада Songbird, которую пели Fleetwood Mac на их абсолютно легендарном альбоме Rumors, который мне, кстати, открыл сериал Гли, потому что до этого я не особо обращал внимание на такое творчество и такую музыку. Оказалось, что я пропустил просто целую эпоху невероятной музыки, и сейчас альбом Rumors является одним из моих самых любимых в истории. И во многом этому поспособствовала и Ная с ее версией песни Songbird. And I wish you all the love in the world. But most of all, I wish it from myself. And the songbirds keep singing like they know the score. На третьем месте у меня мышап, когда была серия про соединение песен, и они пели Rumor Has It и Someone Like You, аделевские, и там Ная пела часть про Someone Like You, вышло невероятно, выглядит все потрясающе, собственно, как и обычно. Очень она проникновенно звучит, и хоть в оригинале Адель поет намного глубже, низким голосом, у Наи получилась какая-то своя такая интересная версия, такая очень такая на нервах, и мне понравилось. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Whoa, rumor has it, rumor has it. На втором месте у меня, наверное, не самый популярный в обществе кавер Гли, который мне почему-то безумно нравится. Это Take My Breath Away. И, наверное, потому что я еще очень люблю оригинал, но мне безумно понравилось, как персонаж Наи и Диана Агрон, как ее звали в сериале? Ну, неважно. Как они это спели вместе, это была серия про выпускной. Мне очень нравится, как сочетаются их голоса, и сама песня очень красивая, с очень таким простым, понятным, но хорошим смыслом. И она звучит так очень олдскульно, даже в исполнении Гли, которое было не так давно, но мне кажется, они попали в точку с этим кавером. Haunted by the notion somewhere there's a love in place. It's a prom miracle. Turning and returning to some secret place inside. Watching in slow motion. Ну и все, наверное, поняли, что будет на первом месте. Это, конечно же, If I Die Young из серии Quarterback, которая была посвящена Кори Монтейту. Эта песня не просто кавер, она ее сделала полностью своей, и звучит она в ней потрясающе. Смысл песни, посыл, звучание, инструменты, голос — все сплелось в какую-то невероятную, потрясающую просто песню, которая трогает до глубины души. Я просто очень долгое время после просмотра серии я не мог слушать и смотреть этот номер, потому что меня просто пробивало на какие-то дикие эмоции, на слезы. Но мне кажется, это было и остается самым лучшим кавером персонажа Сантаны Лопес или же Наи Риверы в сериале Гли. И не только потому, что это связано, очевидно, со смертью и Кори, и Наи, потому что по
смыслу текста песни, все очень переплетается с их реальной жизнью, но в целом это очень хороший кавер, который она сделала по-настоящему своим, даже вне контекста их реальной жизни. If I die young, bury me in satin, lay me down on a bed of roses, sink me in the river at dawn, send me away with the words of a love song. Oh, Lord, make me a rainbow, I shine down on my mother. She'll know I'm safe with you when she stands under my colors. Oh, yeah. Life ain't always what you think it ought to be. No, ain't even gray, but she buries her baby. The sharp knife of a short life. Well, I've had just enough time. И вот у меня любимые номера Найи Риверы в сериале «Гли». Еще раз хочу отметить, что у нее был просто потрясающий персонаж, который очень много дала и, собственно, было признано и критиками, и зрителями, даже в не тех, кто сильно следил за сериалом, насколько важную роль она сыграла для ЛГБТ-сообщества своим персонажем, для латинских каких-то молодых ребят, которые пытались пробиться в актерство или которые мечтали петь, заниматься музыкой. Потрясающий персонаж, который очень много дал хорошего. Понятно, что в жизни было разное у нее, и хорошие моменты, и плохие, но сейчас мы можем концентрироваться только на хорошем и на том наследии, которое она нам оставила. К сожалению, для меня, наверное, «Гли» как сериал, который я могу пересматривать все время. Я очень люблю заниматься тем, что пересматриваю сериалы, которые я люблю. Наверное, к сожалению, на этом для меня данная глава жизни закрыта, потому что теперь сериал больше напоминает о том, кого мы потеряли, чем о каких-то хороших моментах. Конечно же, для меня он останется всегда очень важным сериалом, который действительно поменял мою жизнь, вот прям без шуток. Но, наверное, пересмотреть уже у меня его не получится. Если вдруг кто-то посмотрел это видео, пожалуйста, напишите, во-первых, смотрели ли вы, в принципе, сериал «Хор», а если смотрели, напишите, какой у вас был любимый номер Сантаны Лопес или же Найи Риверы. А у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.